Зная свой архетип, достаточно легко устроиться в этом мире, понимать, из чего ты создан и как хочется действовать на самом деле и не носить маски. Меня зовут Анна Кучина, я специалист по психологии личности человека. Подписывайтесь, ставьте лайк, звоночек, чтобы не пропустить, и мы продолжим. Архетип муза – это то, о чем мы будем говорить. Если мужчина, он называется авантюрист. И по соционике это интуиция времени или интуиция возможностей. То есть авантюристы музы, они бывают интровертные и экстравертные. И это всегда иррационалы. Смотрите другое мое видео на тему рационал-иррационал и интроверт-экстраверт. Итак, можем себе уже представить этот воздух, да? И как он движется, то есть он везде. И люди, которые имеют эту стихию, поговорим вначале об экстравертных, это люди, которые все время норовят заниматься совершенно разными делами, которые терпеть не могут обыденность, рутинную работу, да, здесь у них прямо может начаться депрессия, которых очень сильно мотивирует интерес, да, они любят всегда узнавать что-то новое, куда-то двигаться, это большие новаторы, генераторы идей, и я не устану повторять, что все, что придумано в этом мире, придумано прежде всего ними. То есть люди, которые генерируют идеи, создают совершенно все новое, у которых очень пытливый ум, они постоянно движутся, рыскают, они часто могут менять работу, занимаясь и пробуя себя в совершенно разной деятельности, то есть их полно в любой профессии, можно точно это утверждать. И как они выглядят? То есть они зачастую, они выглядят тонкокосными, худенькими и скажем так, их как будто бы нету в пространстве, то есть они не занимают много пространства. Но бывают, конечно же, исключения физические, да, что-то, что, например, врожденная какая-то фигура. Но в целом это обычно очень стройные, худенькие люди, которые не зацикливаются, скажем так, на своей внешности, которых интересует вот весь мир, все вокруг, и они очень пытливые. И по детям это очень видно, это вот эти гиперактивные дети. Да, которые все время все делают, они очень талантливые в своей активности, скажем так, потому что им все интересно, они любят всем заниматься. И я вспоминаю маму, у кого есть эти дети, они всегда говорят, что «а мой везде». А вот представляешь, ему все действительно интересно. И вот утром он в школе, потом на танцах, потом еще где-то. То есть они любят всем заниматься понемножку, но так как функция иррациональна, повторюсь, они могут не задерживаться. Да? То есть если интерес пропадает, они идут искать себя дальше. То есть они не задерживаются в одном месте и могут не доделывать дела до конца, потому что они прекрасно ориентируются в информационном поле и чувствуют, что уже устарело и куда идти дальше. Да? Помним, что они новаторы, генераторы идей, да? Все время придумывают, находят выходы из сложных ситуаций. С точки зрения внешности, вот как я специализируюсь на женщинах, да, они любят все воздушное, все висячее, все, чтобы болталось. То есть это люди капусты, у которых всегда очень много слоев, и в принципе они так любят одевать и своих детей. То есть любят, чтобы свободные, могут покупать одежду размером на несколько размеров больше, потому что любят, чтобы было свободно. Потому что, в принципе, люди воздуха, они обожают свободу. И, да, я сказала, их мотивация – это интерес. И что они испытывают, да, какие эмоции? То есть в негативном своем состоянии они испытывают очень много тревожности. Они все же, так как всего много, а им хочется везде успеть, а в этом месте они тревожатся, то есть они хотят и там побывать, и это попробовать, но в целом времени им всегда достаточно, чтобы успеть позаниматься всем самым интересным в своей жизни. Среди них очень много ученых, очень много совершенно людей разных профессий, но большинство, конечно же, идут в какую-то исследовательскую работу, да, в какую-то познавательную. И поговорим о второй музе, это которая интровертная, это интуиция времени. Здесь мы видим людей и детей, которые погружены больше в себя. То есть максимально погружены в себя – это все-таки интуиты времени. То есть здесь часто так и изображают их как людей задумчивых, как людей, которые часто медитируют, погружаются в себя, очень много практикуют. То есть они все время находятся в себе, они все время находятся внутри, немного кажутся заторможенными, но тем не менее они умеют выжидать. То есть время
различные управление временем, как это выглядит. То есть времени у них всегда достаточно. Они умеют или быстро двигаться, когда надо, или замедлять. Они умеют выжидать нужного момента и действовать в тот момент, аккумулировать силы, в которые нужно. То есть у интуитов и интровертов достаточно низкая самооценка. То есть, в принципе, интуиты, они часто неадекватно себя оценивают. Если мы говорим об экстравертных, которые были перед этим, то у них завышенная самооценка, да, и здесь мы видим, что они чуть более успешны в этой жизни. У интровертных чуть заниженная, да, это то место, которым имеет смысл работать, и они рассчитаны на людей, у которых есть большая очень сила воли, которые их зажигают, которые могут их разжечь на какие-то действия, потому что в целом они достаточно спокойные. Что же их мотивирует? Да, мотивация та же, это интерес. Они любят копаться, они обожают копаться в себе, копаться в других людях, в зависимости от того, какие у них дальше архетипы наложены. И, конечно, достаточно сложно интуиту жить без сенсорика, потому что бытовые вопросы достаточно сложно закрывать. Сложно заниматься бытовыми вопросами, да, об этом меньше помнится. Сложно оформлять счета, ну то есть какие-то любые простые вопросы, которые бытовые, это для них всегда большая зона роста. То есть в этом месте они растут, когда они начинают этим заниматься. Но при этом у них очень много легкости, да, и многое происходит само собой разумеющееся. То есть многие вопросы закрываются автоматически за счет их легкости, легкого отношения к жизни. Вот. О других моих архетипах поговорим в следующих видео.